Что такое БРИКС и зачем нужен этот клуб? БРИКС – это аббревиатура, обозначающая 5 стран, входящих в это объединение. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская республика. Этот экономический клуб был создан в 2009 году как способ укрепления экономических связей между этими 5 странами. В последние годы значение клуба БРИКС возрастает в связи с тем, что он может стать противовесом глобальным экономическим державам – США, Европе и Японии. Совокупный ВВП стран БРИКС составляет более 16 триллионов долларов. В них проживает 42% населения планеты. Это дает огромные рычаги влияния на глобальные переговоры и решения в области торговли, финансов, инвестиций и других международных вопросов. Страны БРИКС также преследуют схожие цели, способствуя устойчивому развитию и сокращению бедности на своих континентах. Участники БРИКС являются одними из самых мощных экономик в мире. В связи с этим у них есть уникальная возможность формировать глобальный экономический ландшафт. Для эффективной работы им необходим банк развития, способный обеспечить им доступ к капиталу и ресурсам для финансирования приоритетных проектов. Банк развития БРИКС является важным инструментом для достижения этими странами своих экономических целей. Он предоставляет им доступ к финансированию проектов, способствующих экономическому росту и сокращению бедности в их странах. Банк также способствует развитию торговли между странами БРИКС, предоставляя кредиты и другие финансовые услуги. Кроме того, он служит платформой для политического диалога между странами-участницами по таким вопросам, как изменение климата и энергетическая безопасность. Основные функции Банка развития БРИКС включают предоставление долгосрочного финансирования для инфраструктурных проектов, поддержку научных исследований и разработок. По сути, это серьезный противовес МВФ и Всемирному банку, функционирующим в долларовой парадигме. Они стремительно утрачивают кредит международного доверия и нуждаются в замене. Проект «Высокоскоростной интернет БРИКС» – это масштабная инициатива, направленная на создание высокоскоростной сети интернет для 5 стран БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Проект реализуется по инициативе стран БРИКС с целью создания альтернативы глобальной интернет-инфраструктуре, в которой доминируют США. Проект призван обеспечить более надежный доступ граждан этих стран к онлайновым услугам. Он также поможет им получить доступ к новым технологиям, таким как облачные вычисления и аналитика больших данных, которые могут быть использованы для экономического развития и других инициатив. Конечная цель состоит в том, чтобы эта сеть стала одним из основных глобальных игроков в цифровом мире. Необходимость этого проекта очевидна. Он обеспечит более широкий доступ к информации и ресурсам для жителей этих стран, а также поможет им конкурировать на международном уровне с такими государствами, как США. Создавая альтернативную инфраструктуру, эти страны получают возможность контролировать свою судьбу в области цифровых технологий. Кроме того, это может привести к созданию рабочих мест и экономическому росту в тех регионах, где традиционная промышленность не смогла этого сделать. По сравнению с существующими американскими сетями, проект высокоскоростного интернета для стран БРИКС имеет ряд преимуществ. Он будет быстрее существующих сетей, стоимость его эксплуатации будет ниже, его архитектура будет более безопасной, а его технология может быть легко адаптирована различными пользователями по всему миру. Это делает ее идеальным решением для развивающихся рынков, где традиционная интернет-инфраструктура
еще недостаточно доступно и надежно. В целом, проект высокоскоростного интернета БРИКС – это многообещающая инициатива, которая может иметь далеко идущие последствия для использования технологий во всем мире. От предоставления лучшего доступа к удаленным районам развивающихся стран до возможности совместной работы над проектами людей из разных частей света. Однако, самое главное заключается в том, что независимые средства высокоскоростной связи обеспечат безопасность финансовых транзакций, исключающих использование доллара США. С появлением новых развивающихся рынков и экономик возникли предположения о том, какие страны могут присоединиться к этому сообществу в ближайшем будущем. Одним из вероятных кандидатов является Мексика. Мексика с населением более 120 миллионов человек и ВВП в 1,2 триллиона долларов является привлекательным вариантом для вступления в БРИКС. Она также имеет тесные связи с Китаем через торговые соглашения и уже является активным участником многих международных экономических форумов, таких как АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, и НАФТА – Североамериканское соглашение о свободной торговле. Однако финансовая и экономическая зависимость Мексики от своего североамериканского соседа скорее всего послужит значительной преградой на пути в БРИКС. Другим потенциальным участником может стать Индонезия. Являясь одной из самых густонаселенных стран Азии с быстрорастущей экономикой, Индонезия могла бы привнести в альянс БРИКС значительное экономическое влияние. Кроме того, она имеет тесные дипломатические связи с Индией и Китаем, что может оказаться полезным для дальнейшего сотрудничества между этими важными странами. Наконец, Турция – еще один возможный претендент на членство в БРИКС, благодаря своему стратегическому положению между Европой и Азией. Она активно участвует в международных мероприятиях, таких как саммит G20, на который съезжаются лидеры со всего мира для обсуждения глобальных проблем, таких как изменение климата или торговые соглашения. Изначально БРИКС был создан на основе двух предпосылок: наличие сильной экономики и ее тенденции к активному росту, а также стремление к построению независимой от США экономики. Бразилия, Москва, Нью-Дели и Пекин подходили под эти требования и имели схожее представление об экономическом будущем. Концепция оправдала себя ошеломляющим успехом. Впоследствии Южная Африка стала частью клуба БРИКС. В этом году сообщество приняло решение о дальнейшем расширении и пригласило такие страны, как Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. В начале тысячелетия на страны БРИКС приходилось примерно 19% ВВП по паритету покупательной способности. С учетом стран, которые присоединятся к клубу в 2024 году, этот показатель вырастет до 36%. Прогнозируется, что к 2040 году эта доля увеличится до 45%, что более чем вдвое превысит влияние стран G7. Рост БРИКС обусловлен скорее политическими, нежели экономическими причинами. Страны-участницы заинтересованы в ограничении международного доминирования США и заменой доллара в качестве мировой резервной валюты, а также создании организации, конкурирующей с Международным валютным фондом и Всемирным банком, которые базируются в Вашингтоне. По сравнению с БРИКС, Большая Семерка уже не такая уж и большая. В 2022 году ее доля в мировой экономике составляла 30%, по сравнению с 36% у БРИКС. А в 2040 году разница будет еще более ощутимой – 21% и 45%. Сегодня можно с уверенностью заявить, что G7 будет терять свое влияние в мире, и происходить это будет в пользу стран БРИКС.
Основные нефтедобывающие страны, наряду с крупнейшими потребителями черного золота, входят в БРИКС. Если им удастся перевести расчеты по нефтяным сделкам в альтернативные валюты, это окажет влияние на положение доллара в международной торговле. Работа в этом направлении уже ведется. Мы живем в эпоху стремительных перемен. Многие аналитики считают, что перераспределение сфер экономического и геополитического влияния займет годы и десятилетия и призывают адаптироваться к грядущим переменам. Однако существует также вероятность того, что крах прозападной системы может оказаться внезапным и гораздо более стремительным. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Если вам понравился материал, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.